Всем привет! Сегодня у нас обзор на новинку от компании Metabo. Это аккумуляторный бесщеточный шуруповерт PowerMax BS-BL. Несмотря на то, что немцы сняли с производства всю линейку инструмента на данном типе аккумулятора, так называемый штырьковый или обоймовый, оставив несколько щеточных шуруповертов. Но, видимо, поняв, что есть огромный спрос, разработали и выпустили новые модели с бесщеточным мотором. На тесте у меня BSBL базовый. Также будут в продаже с квик-патроном BSBL-Q и ударный SBBL. В данном ролике я покажу комплектацию, сравним его со щеточным братом и попробуем определить с помощью тестов, мощнее ли новинка, так как по техническим параметрам она превосходит. И отвечу на вопрос, который, уверен, многих интересует, снимается ли патрон у новинки, чтобы работать без него. Поставляется шурик в компактном кейсе 9 на 22 на 30. Скорее всего, все новинки будут поставляться в таком же кейсе. Внутри стандартная макулатура. Кстати, немцы указывают, что аккумуляторы совместимы с множеством инструментов других брендов, входящие в альянс КАЗ. Руководство по эксплуатации на шуруповерты, на зарядное устройство и указания по технике безопасности. Зарядное устройство LC40. На выходе 2,3 ампера. Второй аккумулятор с защитным колпачком. Емкость 2 ампер-часа. Произведен 7 месяца 2021 года. И шуруповерт. 1,5 месяца назад, когда уже было известно, что будут новые бесщеточные модели, но не было нигде картинок, как они будут выглядеть, я выпустил коротенький ролик, который назвал «Немцы прислушались к трудягам. Новый Metabo PowerMax». Так вот, превью я сам сфотошопил, соединив старую модель с новой на слайдерных аккумуляторах. И согласитесь, почти угадал, за исключением патрона и индикатора разряда аккумулятора. Давайте сравним бесщеточную модель с щеточной. По высоте, как видим, новинка чуть выше, на 10 мм. 186 против 196. Но вот по длине, за счет бесщеточного мотора, новинка намного компактнее. 155 против 181. Как видим, уменьшились размеры только корпуса за счет двигателя. Изменилась кнопка реверса. Она такая же, как на моделях со слайдерными аккумуляторами. Подсветка осталась в том же месте такой же, но теперь при отключении она еще горит 10 секунд. Индикатор оставшейся емкости визуально тоже не изменился. Но вот показывает он уже справа налево, от кнопки реверса до патрона, а в щеточной модели наоборот. Крючок для ношения на поясе не изменился, он совершенно такой же. Кстати, бесщеточная модель толще на 4 мм, 55 против 59 мм. Переключение скоростей тоже не изменилось, но изменилось количество оборотов. Было 350 на первой и 1400 на второй, стало 400 и 1500 оборотов в минуту. Регулировка усилия тоже не изменилась. Она имеет 20 положений плюс режим сверления. Только вот у щеточного регулировка усилия на муфте от 0,5 до 5 Нм, а у бесщеточного от 0,6 до 4,2. Крутящий момент мягкий 21, жесткий 38. У щеточного 17 и 34.
мы подошли к вопросу о съемном патроне. И да, патрон не снимается. Мы видим винт, а значит нету внутреннего шестигранника. Видимо, Metabo решили разделить модели. Патрон снимается теперь только у версии Quick. У щеточного, кто не знает, патрон можно открутить и работать без него, так как шпиндель имеет внутренний шестигранник. Кому интересны шильдики? Указываются обороты, дата и страна производства. Оба производятся в Китае. Давайте взвесим их. Бесщеточный 872 грамма с аккумулятором. Щеточный 733 грамма. И да, вес аккумулятора на 2 ампер-часа 191 грамм. Первый тест. Проверим минимальный крутящий момент на первом значении муфты. Для этого у меня есть кусок ламинированного ДСП и мелкие саморезы. Первый бесщеточный. Теперь щеточный. Что я только что проверял. Данными моделями спокойно можно работать с ламинированным ДСП, вплоть до 10 значения на муфте регулировки усилия. Следующим тестом попробуем определить, какой шуруповерт мощнее. Используем перьевое сверло на 25 мм Bosch с самоврезающимся наконечником. Сначала щеточный. Теперь бесщеточный. Оба шуруповерта просверлили, но давайте посмотрим повтор с секундомером.
бесщеточный шуруповерт просверлил быстрее из-за того, что у него чуть больше оборотов. Но главная причина в этом то, что у щеточной модели обороты проседают при нагрузке. И в конце он даже отключился, сработала защита. Ну и последний тест, сверло 32 мм, Irwin, тоже самоврезающимся наконечником. Сначала бесщеточный. Сработала защита. Чтобы выкрутить сверло, нужен импакт. У меня есть Bosch GDX 180. У него крутящий момент 180 ньютон-метров. Не поддается. Придется взять Makito DTD 171. Парадокс в том, что у Bosch и у Makito одинаковый крутящий момент. Теперь тоже сверло, щеточная модель. Сработала защита. Видим разницу. Бесщеточная модель мощнее. Напомню, что сверлить такими диаметрами нельзя. Эти компактные шуруповерты не для этого. Все эти тесты я снимаю исключительно для видео. Ребят, хочу, чтобы вы написали свое мнение о новинке. Надеюсь, что я все рассказал и показал. Также хочу напомнить, кто не подписан на мой канал, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые тесты и обзоры. Их будет очень много. Всем пока!